В 2021 году во время бурения на глубине примерно 3,5 метра под поверхностью вечной мерзлоты в северо-восточной Сибири исследователи обнаружили замороженную форму жизни возрастом около 24 тысяч лет и затем оживили ее. А точнее, организм оживился и начал размножаться. По сути, он сам себя клонировал через партеногенез. Это звучит как сюжет хоррор-истории, но на деле открытие оказалось очень реальным и важным. Ученые нашли микроскопическое существо, которое может радикально изменить наше понимание эволюции и выживания в экстремальных условиях. Обнаруженные микрочерви и микроорганизмы принадлежат к числу экстремофилов, то есть организмов, способных переживать крайне неблагоприятные условия окружающей среды. Изначально находку описали как открытие крошечных существ, называемых бделоидными коловратками. Это микроскопические животные с очень небольшими ротовыми отверстиями, которые выглядят как маленькие колесики и служат им и для передвижения, и для питания. Впервые их обнаружили еще в 1696 году, и они встречаются в пресной воде во многих частях света. Некоторые виды обитают в соленой воде. Несмотря на крошечный размер, измеряемый десятками микрон, бделоидные коловратки необычайно сложны. У них есть мозг, кишечник, мышцы и развита репродуктивная система. Возможно, именно в этой сложности кроется ключ к высокой устойчивости к неблагоприятным условиям. Давайте разберемся подробнее. Эти существа — экстремофилы, то есть они способны переживать бурные изменения среды. Они могут находиться в состоянии полного отсутствия воды и оставаться заснувшими до тех пор, пока не появятся благоприятных условия. Но на этом их возможности не ограничиваются. Бделоидные коловратки способны выживать в самых суровых условиях как на Земле, так и в космосе, а также быть запертими в пермфросте на десятки тысяч лет. Это становится возможным благодаря криптобиозу, состоянию, в котором обмен веществ практически прекращается, и организм становится крайне неактивным. Примером знакомства с криптобиозом часто служат продукты, которые мы кладем в холодильник или морозильник. Дрожжи и другие микроорганизмы сохраняются дольше и процветают после возвращения к благоприятным условиям. В процессе криптовидности коловратки накапливают защитные соединения, например, белки-шапероны, которые помогают им восстанавливаться после стресса. Белки-шапероны выполняют роль телохранителей внутри клеток, предотвращая разрушение белков под действием жары, холода, токсинов, обезвоживания или старения. Без должной защиты неправильно свернутые белки могут накапливаться и мешать нормальному функционированию клеток, что в некоторых случаях приводит к серьезным заболеваниям. Обладая мощной защитой на уровне белков, коловратки демонстрируют удивительную устойчивость к экстремальным условиям и, возможно, накапливают знания, которые могли бы быть полезны в медицине и биотехнологии. Возраст льда, в котором были найдены замороженные коловратки, оценивается примерно в 24 тысяч лет. Это заметное обновление по сравнению с ранее полученными данными. Считалось, что подобные организмы могут выживать в замороженном состоянии лишь ограниченное количество лет. Период, к которому относится найденная находка, известен как поздний плейстоцен. В это время климат Земли был ледниковым, и многие беспозвоночные действительно переживали периоды стужи, путешествуя по ледяным пустыням вместе с их обитателями. От мамонтов до гигантских ленивцев и прочих представителей фауны ледникового времени. Однако здесь важная мысль. Найденные коловратки не только пережили эпизоды холода, но и вернулись к жизни и начали размножаться после таяния почвы. Это размножение происходило через партеногенез, особую форму размножения, при которой эмбрионы развиваются из неоплодотворенных яиц, то есть без оплодотворения сперматозоида.
Партеногенез у бделоидных коловраток – давно известный феномен. Представители бделоидея в подавляющем большинстве размножаются без мужчин уже очень и очень давно. В то же время другие organisms используют разные способы размножения. У человека и многих других видов это не так. Партеногенез у бделоидных коловраток приводит к быстрому наращиванию популяции, но критикуется за ограничение генетического разнообразия, что может быть рискованным для долгосрочного выживания. Тем не менее, бделоидные коловратки сумели развиться в более чем 450 различных видов за миллионы лет, редкий и примечательный успех эволюции. Дополнительное любопытное открытие состоит в том, что в образцах почвы рядом с коловратками обнаружили нематод, круглых червей, еще одну группу маленьких организмов, способных выдержать десятки тысяч лет в ледяной оболочке. Это подчеркивает, что не только коловратки, но и другие микрогруппы могут сохраняться в криостроении на длительный период времени. В научной практике такие примеры подчеркивают уникальные механизмы устойчивости жизни. Не менее важным является факт, что современные ученые продолжают исследовать возможности использования знаний о криптобиозе для практических целей. Одной из наиболее обсуждаемых тем является возможность разработки методов сохранения клеток и тканей человека при низких температурах. Перспективы, которые могли бы революционизировать область трансплантологии и медицины в целом. В этом контексте стоит упомянуть и другие организмы, которые демонстрируют удивительную выживаемость. Водяные медведи, тиходоки и другие микрогруппы, способные переносить экстремальные условия космического пространства и радиацию. Их изучение может стать ключом к новым технологиям защиты клеток и тканей, борьбе со старением и даже к будущим космическим путешествиям. В истории экспериментов по выживанию в космосе воды и мерзлоты также встречались интересные моменты. Так, водяные медведи и коловратки участвовали в экспериментах на орбите и в условиях космического вакуума, позволяя ученым наблюдать, как микроглобулы и гены адаптируются к радиации, микрогравитации и другим стрессовым факторам. Эти исследования напоминают о возможности использования естественных защитных механизмов как образца для создания новых биотехнологических решений, от сохранения человеческих органов до разработки лекарств, снижающих возрастные риски на клеточном уровне. Однако эти исследования находятся на стыке этики и инженерии и требуют внимательного рассмотрения вопроса о границах применения таких знаний. Бделоидные коловратки. Анатомия и биология. У этих микроорганизмов есть нервная система, мышечная ткань и пищеварительная система, что делает их относительно сложными для микрогора. Их способность к вертикальному и горизонтальному обмену генетическим материалом поддерживает адаптивность и эволюционное многообразие. Важное отличие бделоидных коловраток от других микроскопических животных состоит в отсутствии известных половых особей в их эволюционной линии. Размножение происходит партеногенетически. Криптобиоз и защита белков. Во времени криптобиоза в клетках бделоидных коловраток активно развивают защитные механизмы, в том числе белки-шапероны. Эти молекулы предотвращают неправильное сворачивание белков и поддерживают жизнеспособность клеток в экстремальных условиях. Вне зависимости от того, холодно ли, жарко, есть ли токсины или обезвоживание, шапероны помогают клеткам вернуться к нормальному состоянию после восстановленного благоприятного окружения. Партеногенез и эволюционная устойчивость. Партеногенез у бделоидных коловраток — интересный пример того, как организм может обходиться без традиционного полового размножения. Однако ограничение генетического разнообразия часто считается рискованным для выживания в долгосрочной перспективе. В реальности бделоидея сумели сохранить здоровье и разнообразие через механизмы вроде горизонтального переноса генов.
Горизонтальный перенос генов позволяет коловраткам заимствовать полезные участки ДНК из бактерий, грибов и даже растений. Оценки показывают, что до десятков процентов активного генома могут происходить из внешних источников, что обеспечивает адаптивность к стрессам и новым условиям. Панспермия и космические перспективы. Ряд ученых обсуждает идею панспермии, переноса жизни между планетами через космическую пыль, метеориты и космические лучи. Эксперименты с коловратками и водяными медведями, выдержавшими космическую радиацию и вакуум, усиливают дискуссию о том, каким образом жизнь может пересекать космос в прошлом или будущем. Хотя панспермия остается гипотезой, современные эксперименты помогают понять, какие формы жизни и какие молекулы наиболее стабильны в условиях космоса и как их устойчивость может быть использована в биотехнологиях. Применение знаний к человеку и будущим технологиям, исследования экстремофилов, включая коловраток и тиходок, дают новые идеи для сохранения тканей и органов человека. Возможности включают продление срока хранения органов для трансплантации, создание устойчивых к радиации биоматериалов и потенциальное замедление клеточного старения. При этом важно помнить этические вопросы. Границы применения подобных биотехнологий, безопасность и влияние на природу требуют внимательного общественного и научного обсуждения. Исследование микроскопических существ, замороженных в вечной мерзлоте, а затем возвращенных к жизни, напоминает нам, насколько удивительность и сложность была и остается историей жизни на Земле. Бделоидные коловратки, вероятные мастера криптобиоза, дают ученым ключи к пониманию того, как жизнь может переживать экстремальные условия и возвращаться к активной фазе после долгого перерыва. Их способность к партеногенезу, транспонированию генов и устойчивости к радиации становится основой для будущих технических инноваций, от медицины до космических исследований. Однако с этими возможностями приходят и вопросы этики, биобезопасности и ответственности. Перед нами стоит задача не только понять, как эти организмы выживали миллионы лет, но и подумать о том, как эти знания можно применить во благо человека и окружающей среды. Какие новые открытия ждут нас впереди и какие границы не стоит переступать, об этом мы продолжим обсуждать в будущих исследованиях. Если вам интересно узнать больше о конкретных аспектах этой темы или задать вопросы, связанные с экстремофилами и криптобиозом, оставляйте комментарии. Мы продолжим исследование вместе.